Всем здорово! С вами Полимастер и добро пожаловать в новое видео, в котором я расскажу о секретной категории трэшей, о которой знают, пожалуй, только несколько коллекционеров по всему миру, а в России о них вообще никому, кроме меня, конечно же, пока неизвестно. Про них нет ни одной статьи на Вики Трэш-монстриков. Мус нигде и никогда о них не упоминали, а если сделать запрос в гугле, по делу он ничего не выведет. Но обо всем по порядку. Их называют прототипы. Большинство людей, которые слышали о прототипах, имеют лишь небольшое представление о том, что это и откуда. Однако сейчас я постараюсь дать точное определение этой группе фигурок. Главная особенность таких монстриков – они никогда не были в открытом доступе и не выходили в серию. А раздобыть их можно было только имея какие-то связи с компанией Мус. Я заранее прошу прощения за то, что в видео будет присутствовать большое количество размытых и нечетких фотографий, ведь почти все прототипы были случайно замечены на старых фотографиях или видео из интернета, и лишь некоторые из монстриков чудом оказались на полках коллекционеров и были в открытом доступе в хорошем качестве. Прототипы можно разделить на две подгруппы. Одни из них создавались для рекламных роликов, вторые были созданы для выставок, чтобы показать, какие фигурки будут в следующей серии. Также есть некоторые прототипы, появление которых до сих пор остается загадкой даже для меня, информацию по которым не найти даже на самом дне интернета. Давайте рассмотрим на примерах. Для рекламы первой серии Мус в 2011 году сделали несколько специальных фигурок. Например, это вот такие оса и мусорный гоблин. Возможно, вы не сразу заметили, но они отличаются в нескольких моментах от фигурок, выпущенных в серию и тех, которые имеются у вас в коллекции. У этой осы имеется черный покрас ботинок, в отличие от серийной фигурки. И такие же прототипы были еще для расцветок фиолетовой и оранжевой осы. А гоблин имел немного другой оттенок фиолетового. А за более четкие фотографии спасибо коллекционеру под ником Lost Time Toys. Как он заявляет, ему эти фигурки продал другой коллекционер, и скорее всего он имел какие-то связи с компанией Мус, иначе, как у него оказались фигурки для съемок рекламы, непонятно. Что же, вторая категория. Следующий прототип был обнаружен совершенно недавно мной в архивном видео про трэш-монстриков, а до этого момента его никто не видел. Если вкратце, действие проходит на выставке трэшей после выпуска третьей серии. Ведущая долго рекламирует различную продукцию, и в какой-то момент оператор приближает камеру к прозрачному кейсу, в котором были представлены ультраредкие фигурки из каждой серии по одной. Ультраредкая мусорная инфекция из первой серии, Астра Трэш из второй, Липучий из третьей и... Секунду. Почему там 4 фигурки? Ведь 4-я серия еще только в проекте. А дело вот в чем. Это прототип. Он показывает внешний облик ультрарарной фигурки пляжного монстрика. Если кто не знает, это фигурка Rancid Roach из первой серии с текстурой пляжника из 4-й. Выглядит это, конечно, очень необычно и круто, но все же не до конца понятно, почему выбрали эту фигурку и что вообще было с этим кейсом далее. А если кому надо, ссылку на полное видео можно найти в описании. А теперь уже поговорим про прототипы с более размытой и загадочной историей. Первая — фигурки первой серии с металлическим покрытием, фотографии которых были найдены на японском сайте, и откуда они взялись, совершенно неясно. Однако у меня есть две версии. Либо эти фигурки были сделаны, как и песчаный таракан перед выпуском серии, для показа ультраредких астро-трэшей из второй серии, которые также были с эффектом металлик. Иначе же это фигурки для невыпущенной последней серии спин-оффа Grocery Gang. Такая теория появилась из факта того, что все эти трэшики были на фотографии с кучей других фигурок Grocery. Хочу вам сказать, что эти фигурки ни в коем случае не являются фейком или подделкой, поскольку у них имеются отметки и имя компании снизу, а также, как подметил тот же коллекционер Lost Time Toys,
которого каким-то чудом оказалась одна такая фигурка. Она имеет качество и покрас, как у официальной фигурки. И вторая фигурка, о которой также очень трудно что-либо утверждать, это вот такая зеленая тыковка с пушистым покрытием. В третьей серии же она является самой обычной фигуркой, и совершенно неясно, как и для чего был сделан такой прототип. Что же, а на сегодня у меня все. Это не последнее видео про прототипы, поскольку мне еще есть что рассказать. А я надеюсь, что у вас появилось некоторое представление о этом необычном виде трэшей, и вам было в принципе интересно про них послушать. Так что всем спасибо за просмотр и до скорого. Пока!